Вопрос. Есть ли у вас какой-нибудь образ будущего или, может быть, мечта о будущем? Это как в ресторане официант подходит. Здравствуйте, что вы желаете? Желаю икры, омаров и, пожалуй, немного спаржи, бокал шампанского и какой-нибудь соус. Это я желаю. А буду я гречку и кура-грудь. Примерно так же и с мечтами. В мечтах мне хотелось бы видеть Россию страной, сохранившей все то хорошее, что есть в России, чего нет в Европе. При этом взявшей все то хорошее из Европы и из Штатов, чего... Ну, в Штатах я не была, ладно, допустим, фиг с ними, со Штатами. Но из Европы все то хорошее, что есть в Европе. Это я хочу. А что я вижу? Что я вижу? Короче, ему 70 лет, темнейшему. Сколько еще? 4 года или 8 лет? Не больше 8, я так думаю. Его хватит на то, чтобы все это как-то контролировать. Потом он сменится. И дальше самое страшное. Самое страшное. Все, конечно, хотят, чтобы в России менялась власть и все такое. Как все. Нормальные люди. Но и хочется, и страшно, потому что больше всего я боюсь того, что на место Путина придет Кадыров. И вот тогда мы поймем, что сейчас был еще не пиздец. Тогда, как минимум, женщинам стоит точно быстро отсюда сваливать. Похеру куда. Главное, срочно. Женщинам, девочкам, у кого дочки. Потому что вот это будет страшно. Хорошо еще, если Пригожин. А если Кадыров, это пиздец. Это второй Иран, Афганистан, Туркменистан. Вопрос. Что есть хорошего в Европе, чего нет в России? В Европе есть отличная такая тема. Не доебываться до людей со всякой херней. До личной жизни. С кем человек спит, что ест, куда ходит, за что голосует, чем хочет заниматься. Пока он не делает ничего опасного для других людей, в Европе до него вообще никому нет дела. Вот любят иногда говорить иммигрантам, и мне говорили, когда я уезжала: куда ты едешь, кому ты там нужна? Да вот именно, что никому, вот это и главное, потому что здесь до меня почему-то все время кому-то есть дело. Хотя я не делаю ровным счетом ничего интересного, ровным счетом ничего, но тем не менее до меня все время кому-то есть дело. А вот там я никому нахер не нужна. И это прекрасно. Равнодушие – это здоровая реакция человека на незнакомого человека. И в Европе это равнодушие есть. У нас этого не завезли. Всем почему-то до всех есть дело. Там, где, в общем, какое твое дело? С кем я там сплю? С мальчиком? С девочкой? Пока не с ребенком до 16, не пофигу ли? Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы в Россию это когда-нибудь пришло. Но пока, учитывая, что у нас творится иногда, когда люди, прикинь, начали писать донос, что такая-то, такая-то в своей соцсеточке такого-то числа опубликовала то-то. Люди реально пишут это в полицию. Уже несколько реальных случаев. Все, я понимаю, это не Сталин собственноручно написал 3 миллиона доносов. Это вот такие люди, у которых... Вот у них есть дело до этого. Вот им это надо. Вот им это важно. Вот мне бы тупо лень было дойти до полиции даже, если бы я была уверена, что это может что-то там изменить в мире к лучшему. А им нет, им не лень. При этом я даже не удивлюсь, что эти же люди могут не пошевелить пальцем, когда в соседней квартире кого-то избивают. Я не удивлюсь, что это прекрасно уживается в одном мозге. Пойти написать в полицию по поводу поста в соцсеточку и ничего не предпринять, когда в соседней квартире кого-то избивают. Запросто. Не, как? Понятно почему. Страх. Там, где кто-то кого-то избивает, избивать может кто-то сильный, и тебе тоже может прилететь по морде. И да, это может быть страх. Что ты вот сейчас вызовешь полицию, а он потом тебя найдет и морду тебе набьет. Тем более мы все знаем, как работает полиция в отношении домашнего насилия, и что у нас в законодательной сфере в этом вопросе. Спойлер, там тоже пиздец. Я просто еще, естественно, немножко феминистка. И не немножко, а на самом деле радфем. Так что,
Ну, видимо, тут может работать страх, когда кого-то избивают в соседней квартире, а никто никого не вызывает. А тут почему-то вот не страшно, а главное не лень пойти написать донос на какого-то своего знакомого, что тот написал в соцсеточке что-то, чего сейчас писать нельзя. Вопрос. А что есть в России, чего нет в Европе? И что бы хотелось сохранить? Как ни странно, но в России умеют работать эффективно. Я работала в Европе, с год, меньше даже, с полгода. Но этого хватило вполне. В Европе очень всего до хера держится на чисто каком-то ручном труде. То есть профессия у меня такая, производственная, можно сказать. Я бываю на разного рода заводах, фабриках, складах. И меня просто поражает, сколько всего в Европе делается вручную до сих пор. То есть видишь грузчиков, которые, руками катают палеты на ручной рохле. Еще кто-нибудь обязательно попросит тебя этим заниматься где-нибудь. И вот ты поражаешься. Ну что, нельзя построить пандусы, катать это все по грузчикам? У нас все это еще с советских времен сохранилось. Уже советские склады были построены под нормальную, более-менее хоть какую-то автоматизацию труда, чтобы по 600 килограмм руками не толкать. Мне бы очень хотелось, чтобы это, конечно же, осталось. Это нормальная, здоровая русская лень. И, по крайней мере, европейцам этой здоровой русской лени очень не хватает. Когда вот лучше 2 дня подумать, как сделать так, чтобы сделать легко, чем те же 2 дня таскать руками по 600 килограмм. Вот реально, не хватает этого в Европе. По крайней мере, мне. Я вижу, что в России это было бы не так. Более того, в России на аналогичном заводе была бы жуткая грязь, говна по колено. Но, никто ничего не таскает руками, никто не пидорасит эту грязь руками. Да пусть она тут будет, но это же завод в конце концов, а не ночной клуб, не квартира. Пусть здесь будет грязно, но заставлять людей эту грязь убирать руками, да нахрен. Если уж не получается как-то там это дело автоматизировать, да хрен с ней, пусть будет грязно. Потому что, смысл этим заниматься какой? Только чисто, чтобы красиво было. Вот эта вот красивая европейская картинка, она на самом деле держится на физическом труде. И мне не нравится абсолютно. Очень много где. Понятно, есть крутые фирмы, в основном крупные, конечно же. Есть Danone какой-нибудь, где все это автоматизировано, естественно. Но вот мелкий бизнес, которого очень много. У нас, конечно, мелкий бизнес задавленный, это плохо. Но европейский мелкий бизнес, он какой-то, средневековый. И совершенно меня не вдохновляет. Хотелось бы, чтобы у нас осталось так, как у нас. Еще, наверное, выступлю как имперец. Должен же меня когда-нибудь кто-нибудь забанить. Мне очень нравится наш размер. Сейчас многие говорят про то, что Россия распадется и все такое. Может быть. Но лично я буду об этом очень жалеть. Мне бы вообще хотелось, чтобы никаких границ не было. В принципе. Но не было и все. То есть перемещение людей и предметов не должно сопровождаться ни документальным оформлением, ни проверками, ничем бы то ни было еще. Пока это не несет какой-то общественной угрозы. Пока мы не перемещаем взрывчатку, бомбу, наркотики и прочие страшные вещи. Мне бы хотелось, чтобы границ не было вообще, в принципе, никаких, нигде. И, собственно, и единое мировое феминистское правительство. Последняя была шутка, конечно же, но тем не менее. Поэтому я буду жалеть, если распадется хотя бы одна вот эта страна, действительно довольно большая, и где есть пока еще свобода перемещений длиной в 10 000 километров.